Саудовская Аравия. Страна, которую вы точно не ожидали увидеть такой. Еще совсем недавно туристам сюда было почти невозможно попасть. Но все изменилось. Всего 5 лет назад Саудовская Аравия официально открыла свои двери для путешественников. И именно сюда я решил отправиться на свой день рождения. Устроить себе приключения вместо вечеринки. Мое путешествие началось в Ар-Рияде, огромной столице посреди пустыни. Город контрастов, небоскребы, роскошные районы и одновременно опасные гетто. Главной целью поездки был Soundstorm. Это крупнейший музыкальный фестиваль Ближнего Востока. Вы только представьте, более 200 артистов, 3 дня музыки под открытым небом в пустыне. Это было мощно. С друзьями мы арендовали машину и отправились на край света. Так называется невероятная локация в пустыне. Я расскажу, как все организовали, сколько стоит аренда, еда, жилье и как можно сэкономить, путешествуя по Саудовской Аравии. Я провел неделю в древнем оазисе Алюла. Жил в доме у местных, катался на верблюдах и пил их свежее молоко. Доставал финики с пальм, исследовал древнейший город Хегра. Увидел самое большое зеркальное здание в мире. Я погрузился в бедуинскую культуру и многое узнал о традициях ислама. И честно скажу, я был очень шокирован. Это одно из самых ярких и неожиданных путешествий в моей жизни. В этом выпуске вы увидите Саудовскую Аравию такой, какой ее точно еще не видели. Я желаю приятного просмотра. Доброе утро, Саудовская Аравия. Я на какой-то отшибе, сзади меня летают пакеты, стройка, и это мой первый день. Я вчера прилетел достаточно поздно, не было времени, чтобы добраться до центра города. Буду делать это сейчас. Это будет лютое приключение. Друзья, я вижу верблюдов, капец, они здесь гуляют, просто идут где-то 10 верблюдов или больше, маленькие. В общем, от верблюдов просто след простыл. Вообще, как будто испарились. Я стою посреди пустыни, и здесь никого. В общем, вот так вот, ребятки, я дошел до заправки, спросил, как доехать до метро, и меня пригласили довезти. Напросился. Thank you. Bye-bye. Чтобы проехать на метро, вам нужно купить сначала карту. Она стоит 10 реал, дальше вы ее можете пополнять. И каждая поездка стоит 4 реала, это 2 часа. Вы можете находиться в метро. Либо купить какой-то пакет, как сделал это я. 3 дня у меня вышло 30 реал, и это неограниченное количество поездок. Метро открылось всего буквально 2 недели назад. То есть, наверное, люди, которые даже еще не попробовали его. Все выглядит очень новое. Офигеть, я никогда в таком метро не ездил. Реально все новое такое, современное. Эй, ребятки, кто хочет такой образ жизни? Путешествовать по миру, знакомиться с новыми интересными людьми, учить языки и просто наслаждаться жизнью? Да, понятно, для этого нужны деньги, время, желание. И по этому поводу я подготовил статью о том, как зарабатывать удаленно. Посмотри, в описании к этому ролику увидишь ссылку. Вдруг это то, с чего начнется твоя новая история в жизни. Мне сказали, что это самый центр. Я выхожу на станции Аль-Оваде. И что я вижу в центре города? Вижу прям выход с метро и какая-то разруха. Ну, я надеюсь, что-то здесь будет интересное. Если это центр, мне интересно, что тогда на окраине. Потому что это просто какая-то
разруха. Я думал, сейчас выхожу, высотки, куча кафешек, сейчас найду, позавтракаю. Здесь просто пустырь и какие-то развалины. Я попал просто в какой-то гетто-район. Слушайте, ну они на самом деле гостеприимные, но мне что-то здесь даже страшновато. Я вижу рынок, сейчас пойду завтракать. В общем, погружаюсь в культуру. Мне вот тут подсказывают дядьки, как тут, что. В общем, я на рынке, меня угостили каким-то уже местным блюдом. Меня все зовут, говорят, давай снимай, давай снимай. Я пока не могу понять, что здесь происходит, но интересно. Здесь очень много всяких пряностей, так пахнет. Мне тут все показывают все. Просят меня сделать фотографии их товара, вот цветов. Это, конечно, офигеть какой контраст. Я только сейчас это осознаю. Я ехал в самом крутом метро, вышел на станции, на центральной, и попал просто в какой-то трэш, который я не видел никогда в жизни. Просто такая разруха, выглядит жутко. И это все буквально в 15 минут случилось. Сим-карта стоит на 2 недели. Я взял тариф 15 гигабайт, 60 реал. Минимальная есть 35, там будет всего 6 гигабайт. Но мне нужно смотреть много локаций, использовать карту, быть на связи, поэтому я взял более объемный тариф. Смотрит мой YouTube выпуск. Для того, чтобы купить сим-карту, нужно сдать отпечатки пальцев. Прямо вот в магазине, посмотрите, они подключают его к телефону, сканер отпечатков пальцев, и все это активируется. Что вы думаете, друзья? Стою на светофоре и вижу, стоит китаянка. Я спрашиваю на китайском, говорит ли она. В итоге она из Ханчжоу. Мы, оказывается, летели на одном самолете. И я ее пригласил в музей. Сейчас идем вместе смотреть музей, который называется National Riyadh Saudi Arabia Museum. Друзья, это настоящий метеорит. Метеорит, который весит 3 тонны. Территория музея, если так назвать, состоит из 3 частей. Это галерея, это выставка, сейчас здесь выставка Кристиан Диор проходит, и сам парк. Плюс еще вечером мне сказал парень, что здесь будет какое-то световое шоу, и он порекомендовал сюда вернуться после заката. Поэтому вернемся, посмотрим. Но территория очень такая приятная, здесь птички поют, свежо, сейчас здесь не жарко. То есть вообще это лучшее время для путешествий, как раз таки вот с декабря месяца, когда нет жары, днем очень комфортная температура. Так, друзья, сегодня ужин у меня в компании 2 девушек. Моя подруга Ира и девочка, которую я встретил на дороге, китаянка. Мы сейчас будем вместе ужинать индийскую и арабскую кухню. Мы заказали разные виды риса, жареный рис, какой-то арабский. Мы заказали гарлик нан. Кто не знает, это супер вкусно, это индийский нан с чесноком. Нам еще принесли здесь комплиментарно какие-то соуса. Короче, мы очень голодные.
Сейчас будем все это есть. China only Oh, chopsticks. Chopsticks. Oh, chopsticks. We don't have chopsticks. Makes Это sense. окрошка. Это у нас называется рис брияни. Он с курицей. Дальше у нас butter chicken, как сливочная курица. Вот у нас наш гарлик нан, аппетитный. Это такая вот лепешечка, и здесь с чесночком. Инструкция, друзья, это гарлик нан, и в него добавляется вот этот вот butter chicken, который мы взяли сейчас. Такой нежный пряный вкус специй. Вау. Очень вкусно. За счет большого количества разных пряностей вкус еды очень отличается. Ну, как бы тот же рис, да, что везде в Азии, но правда очень вкусно. Вот что у нас приготовлено. Этот рис брияни. Курица вообще обалденно. Какой итог? Очень получился вкусный ужин. Мы даже не доели рис, получился полный стол. И этот ужин обошелся нам на троих 100 саудовских реалов. Реал, если не ошибаюсь. И это еще включен чай 15%. В общем, я считаю, что достаточно адекватная цена. Машины здесь выглядят просто как из фильмов ужасов. Вообще бамперов нет, все грязнючие. Друзья, в общем, в метро сейчас едем, и просто нас все оборачиваются, и они все хотят сфотографироваться. Дети настолько открытые, все спрашивают, откуда вы. И YouTube-канал у меня просто за сегодня, наверное, уже человек 15 спросили. Всем интересно, и, видимо, не так много туристов, и вы здесь во внимании. Люди, они хоть и выглядят достаточно строго, но они очень открытые. Очень открытые, доброжелательные. Смотрите, у них даже есть первый класс в метро. С нами все фоткаются. Сейчас я им... Ми-ми-ми. В районе старого города вечером атмосфера была не самая благоприятная. Грязнющие побитые машины, как из фильмов ужасов, пустые улицы, пыль. В общем, мы с девушками поехали в центр города на метро. И здесь уже нас ждал совсем другой ариат. В городе нет суеты, все размеренно, спокойно. Так как в стране нет алкоголя, здесь очень развита индустрия кофе. И даже несмотря на то, что уже 9 вечера, местные очень любят собираться в кофейнях, семьи гуляют в парках, а над головой у вас высотки и красивая подсветка. На улицах становится прохладнее, воздух наполняется ароматами кардамона и мяты, а с открытых террас тянет дым кальяна. Ну что, ребятки, сегодня задача арендовать машину и посетить очень красивое природное место. Надеюсь, что все получится. Сейчас расскажу вам про цены, какие детали здесь по аренде авто. Вперед! Что я выяснил? Для того, чтобы попасть в то место, которое я хочу, нужен внедорожник. У него внедорожников нет, иду узнавать в другое место, потому что там начинается пустыня, и на обычной машине на седане туда не проехать. Ну что, у меня отличные новости. Машина есть, и она стоит 200 реал. Там мне за седан предлагали 200, за внедорожник 500. Короче, 200 Hyundai Tucson, либо Hyundai Santa Fe. Выбор есть, и это значит, друзья, что мы едем на природную локацию. Она очень красивая. Произошел форс-мажор. Вышло так, что эту машину можно арендовать только если есть водительские права Саудовской Аравии. У меня международные. Он мне сказал, что есть еще одна компания, поэтому иду узнавать. Очень надеюсь, что получится взять машину. Друзья, это свершилось. Я наконец-то нашел машину. Мне выдали ее по международным правам. Не было никаких сбоев в системе. Я потратил на это 3 часа. Вот сзади меня название компании, которая мне арендовала машину. Причем цена очень классная. Всего за 180 в день. Хотя кто-то мне предлагал 400. У них на выбор было несколько машин. Короче, топ-место. Рекомендую. Вот такая, ребятки, будет у нас машина на сегодня. Кроссовер с высоким клиренсом, можно ехать в горы. Ну, салон приятный. Ну что, банда в сборе, нас 4 человека. Друзья, мы выдвигаемся на локацию Edge of the World.
это будет что-то очень красивое, и мы там будем сегодня встречать закат, наверное. Надо только доехать. Нам ехать около 100 километров. По пути должны быть верблюды. В общем, будем за ними охотиться. Дорога вокруг пустыни. Пытаемся найти верблюдов, но их пока нет. И смотреть особо пока нечем. Мы уже едем около часа. Все основное ждет на главной локации. Мы уже едем около часа, нам остается 25 километров. И, друзья, не было просто ни одной заправки, ни одного магазина. Вот мы заехали в город Сидах, если я не ошибаюсь, называется, чтобы заправиться, вроде как здесь есть, и купить какой-то еды. Поэтому, если собираетесь, заправляйте бак и берите с собой что-то перекусить. Место нефтяное, но, как оказалось, заправок здесь вообще немного. Вот в глуши пустыни нашли такую атмосферную заправочку. Здесь, кстати, даже магазин есть. Вот, магазин, туалет, заправка. Цены на бензин здесь такие. 91 стоит 2,1,8, 95 2,330. Здрасте. Привет. Сейчас как плюнет мне. Слушай, не надо лучше. Кто закрыть? Опа, опа. Давай, держи в границу. Вот они. Ой, ой. Закрой окно. Ну вот они, друзья, настоящие верблюды в дикой природе. Какая здесь вообще тишина сейчас. Ветер как будто бы есть, но ты ветер чувствуешь чисто ушами. А если развернуться, он вообще ни обо что даже не задевает. То есть, понимаете, здесь нет ни одного дерева. Друзья, не доезжая до самой локации, уже открываются красивые виды. Просто сейчас машина одна в поле, в пустыне, небо, кадров кинематографичных просто валом. Эти ландшафты мне напоминают Каппадокию и плато Бермамыт. Ну, что-то в Дагестане было похоже, точно. Красота. Сейчас закат будет самое красивое время. Вы готовы, друзья, это увидеть? Смотрите, какая красота. Реально вау. Друзья, это место просто восторг. На закате вам не передать, какой здесь мягкий свет. Если еще убрать вот всех людей, которые здесь есть, невероятно. Вот прям чувствуется, знаете, такая здесь мягкая, такая легкая. Вообще ни ветра, ничего нет. То есть такая тишина.
Очень красиво, хочется наслаждаться, вдохновляться новыми путешествиями, целями. Вот в такие моменты просто приходит вдохновление. Круто. Очень красиво, и всего лишь-то надо 2 часа времени в одну сторону, то есть полдня. Если вы будете в Рияде, моя рекомендация, не пожалейте, полдня возьмите машину, либо возьмите экскурсию, приедьте сюда на закат и насладитесь этой природой, этим каньоном. Восторг. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. Важный момент, который вы должны знать по поводу закатов. Не уходите раньше времени. Вот все эти люди уже убегают в машины, потому что солнце село. Но самое красивое может быть начаться именно сейчас, когда солнце уже село, спустя 15 минут обычно розовеет небо. Это я вам говорю, потому что прожил на Бали 1,5 года, и я прям Андрей Сансетович. Кстати, друзья, после просмотра этого видео заходите, я вот здесь ссылку оставляю, мой ролик про Бали, рассказал про свой образ жизни, поделился плюсами, минусами, очень полезный. Я только что вернул машину, хорошие ребята, я им оставил отзыв на Google картах, они мне посчитали там всего немного, у меня был экстра пробег 40 километров, они мне посчитали всего 20 реалов за это, вернули депозит сразу же сегодня, я их попросил. В общем, хорошие ребята, если будете здесь, я оставлю ссылку на их локацию, номер телефона в WhatsApp в описании к этому видео. Из-за того, что это пустыня, есть такой существенный минус, как пыль. Здесь просто грязнющие машины, и стоит случайно задеть, у тебя вся одежда будет грязная. Не знаю, рюкзак я куда-то ставлю, поднимаю, он просто грязнющий. И я думаю, что вот машина, которая сзади меня стоит, она здесь не неделю стоит. Буквально за несколько дней вот так вот может все запылиться. И, соответственно, воздух, он же тоже пыльный, и ты этим дышишь. Ну а что поделать. На дни фестиваля жилье просто нереально дорогое. Я зашел на Booking сейчас 12 по 15 число. Мне показывает самый бюджетный вариант с рейтингом 4,5 $200. В итоге я зашел на приложение Hostel World и забронировал последнее место, кровать в хостеле, за 25 евро в день. То есть 75 евро за 3 дня я забронировал хостел. Сейчас покажу. Рядом у меня такая классная территория с хостелом, смотрите, пальмочки. Стоимость спального места здесь 25 евро. Через приложение вы можете забронировать Hostel World или Airbnb. На букинге нет, потому что владелец сказал, что ему интересно, чтобы сюда приезжали только иностранцы, а не местные жители. На букинге могут бронировать все, поэтому используйте вот эти 2 сервиса для того, чтобы бронировать хостелы. Одна общая комната, и здесь есть 8 кроватей. Все они вот так вот закрыты такими стенками. Вот у вас, собственно, кровать. Кровать, там зарядка есть. Здесь ваш есть шкафчик. Вот. Пожалуйста, вы можете все закрыть, положить свои вещи и быть уверены, что все окей. Путешествуя по разным странам, я достаточно часто оставался в хостелах. И могу сказать, что это очень интересный опыт. Давайте расскажу о плюсах. Первое – это классные люди, путешественники из разных стран. Вы можете заводить друзей, знакомиться, обмениваться историями. Я, например, встречал людей, которые путешествуют уже полгода, год, и они вот в таком ритме заряжают своими историями. В хостелах все сделано для удобства. То есть есть большие кухни, есть какие-то зоны для отдыха. Всегда такая, знаете, семейная, дружелюбная атмосфера. Также не менее важный плюс – это экономия бюджета. Если у вас длительное путешествие, там не неделя, да, там месяц, то на отеле у вас достаточно выйдет дорого. В хостелах есть все удобства, и стоимость в разных странах, не знаю, от 10 где-то до $50. Вот в хостелах, где я оставался, самый дорогой был, наверное, в Сингапуре или
в Гонконге. Многие владельцы хостелов хотят сделать свои отели уникальными, поэтому вы можете встретить интересные дизайнерские решения, какие-то лайфхаки для путешественников, полезные штуки, которыми вы можете пользоваться. Это тоже большой плюс. Ну и, конечно, наверное, самый важный плюс – это то, что хостелы чаще всего располагаются в хороших локациях. Вы можете жить в центре города, в пешей доступности до главной достопримечательностей по супер цене, по адекватной, в то время как отели в этой же локации будут стоить намного дороже. Вы можете с кем-то познакомиться и в этот же день пойти вместе гулять, там, не знаю, на обед, на активности. Короче, это классно. В общем, если вы ни разу не оставались в хостеле, то не нужно этого бояться, а просто попробуйте. Это классно. У местных очень популярно проводить время вот так в парках. Я смотрю, много семей с детьми сидят на траве, устраивают какие-то пикники, дети здесь гуляют, они притаскивают сюда стульчики. Выглядит атмосферно. Друзья, сейчас у меня будет настоящий арабский обед. Я познакомился с Абдулой. Мы живем вместе в хостеле. Он прожил в Канаде 26 лет, а сам в Саудовской Аравии. В общем, мы с ним будем вместе несколько дней, он мне расскажет про основные места, и он меня пригласил в это место, чтобы я пообедал. Сейчас я буду есть руками, так как это по арабским традициям. Посмотрите, какую мне принесли огромную тарелку. Вот моя рука и вот эта тарелка. What is it? It's like sauce. Sauce. Ну что, надо мыть руки и приступать. Это можно все полить, либо есть по отдельности. Рис не сильно пряный, не острый, ничего, друзья, но вот эта курица очень вкусная. Блин, вот такие места могут только сводить местные жители. Как бы я сам нашел вот это место, здесь даже никаких вывесок нет. А есть несколько разновидностей риса. Это называется мэнди, это бахари. Отличается тем, что разные специи. Мне вот этот больше понравился. Come to Saudi. Come to Saudi. Welcome to Saudi. Мы сейчас находимся на главной вечерней достопримечательности. Это Бульвар. Короче, здесь непонятно, что сейчас происходит. Очень welcome to Saudi Arabia. Здесь очень много людей, музыка, какой-то фестиваль. Все с камерами, футболисты. Остается всего один день до музыкального фестиваля, ребятки. Когда-то Саудовская Аравия казалась далекой и очень строгой страной. Но сегодня это центр событий, энергии нового времени. И Рияд-Бульвар этому подтверждение. Меня, к сожалению, не пустили сюда с камерой, поэтому я снял немного на телефон и покажу фото из интернета. В общем, это такой парк аттракционов, вечернего развлечения. Здесь торговый центр, разные фудкорты, еда, декорации, свет. Интересно, интересно. Вот в костюмах стоят. So nice. Hi, hi. Ох, ребятки, честно, я даже не могу представить, что будет в эти 3 дня. Я прилетел сюда, чтобы посетить музыкальный фестиваль Soundstorm, и он начинается. Это 200 исполнителей из разных стран, включая Eminem, 30 Seconds to Mars, Muse, Linkin Park, огромное количество диджеев, Дэвид Гуэтта, Борис Брейча. Только представьте, что все эти исполнители
в одном месте. Akon, A$AP Rocky, огромное количество, и это все будет сейчас здесь. Если взять Eminem, это тот исполнитель, которого, наверное, знают все. Мы слушали его в школе. И сейчас вот я буду стоять в пустыне и слушать эти песни вживую. Я не представляю. У меня наворачиваются слезы на глазах от тех эмоций, которые я сегодня испытаю. Могу с уверенностью сказать, это был лучший музыкальный фестиваль в моей жизни. Топовые исполнители, сцена, декорация, организация – все было, правда, на высоте. И представьте, какое совпадение. Мой день рождения 15 декабря, на часах ровно полночь, и в этот момент на сцену выходит моя любимая группа 30 секунд до Марса. Я встречаю свои 30 под песни Джареда Лето, моему счастью не было предела. А уже утром после концерта я попрощался с ребятами, собрал вещи и отправился в аэропорт. В место, о котором пока знают немногие, но оно навсегда осталось в моем сердце. Город Алюла. Аэропорт в пустыне. Вау! Это что-то новое. Я как будто прилетел на какое-то незаселенное место. Не побоюсь сказать, но это самый интересный и атмосферный аэропорт, который я когда-либо видел. Сзади меня играет музыка, здесь расстелен ковер, все так лакшери, красиво, а за стеклом пустыня. Пустыня и горы. Обалденно, я впечатлен. Скажу честно, друзья, но у меня ничего не готово по этой поездке. Я даже не знаю, где сегодня буду жить. У меня сегодня день рождения, я только прилетел, время вот 3 часа дня. Я с фестиваля поспал пару часов. Но я такой счастливый, капец, вообще. Что будет эти 5 дней, я не представляю. Еще я чуть не опоздал на рейс, я пришел за 2 минуты до закрытия регистрации, потому что сделал себе подарок. Я купил парфюм, и это, наверное, самый быстрый выбор парфюма за всю мою историю. За 15 минут я определился. Посмотрите, какая здесь красивая коробка, он сделан в виде книжки. Мне очень понравился аромат. Вот будет у меня на память еще год точно о Саудовской Аравии. Короче, друзья, гоняю здесь по попуткам. Меня вот остановили ребята.
You from Alula? سعودي أرابيا العلا. أهلاً- أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم في العالم. Какая обстановка? В аэропорту не было машин, я доехал на такси до ближайшего города, чтобы арендовать машину. План такой, я не хочу снимать отель, потому что они от $70 и просто стрёмные. Я хочу взять машину и остаться ночевать где-нибудь в пустыне, посмотреть на звезды. А завтра меня ждет каучсерфинг друг, я буду жить у него где-то на ферме. Да, у меня была договоренность за несколько дней с местным товарищем из Couchsurfing. Он сказал, что у него большая ферма и будут еще другие ребята-путешественники, мы сможем все вместе остаться. Но накануне он написал, что планы его изменились, и он не может принять меня в гости. В общем, идей пока где жить у меня не было. Я пришел в прокат авто, начал договариваться об аренде, но у них уже заканчивался рабочий день, и работник проката пригласил меня к нему домой на кофе с друзьями. Друзья, напишите в комментариях, поехали вы бы или нет. Ну что, мы приехали. Меня привезли в какое-то место, где мы сейчас будем тусить с местными ребятами. Может быть, я смогу вписаться куда-нибудь к местным. На самом деле, я это путешествие хотел сделать именно таким. Хотел сделать именно таким, чтобы погрузиться в культуру, почувствовать вообще, как местные жители к иностранцам относятся. Поэтому будем двигаться. Yeah. Can I film? You know, it's the first time to try Arabic coffee. Saudi coffee. Yeah, Saudi coffee. Yeah. So I drink the tea, milk tea. I like it so much, but the coffee, no. It's coffee, Uh-huh. okay, with cardamom, Cardamom, and we add cloves as well. cloves. Yeah. Mm-hmm. All of them are grinded, so we Mhm. put it together. We let it. This is our sweet. Yeah, I know. In Russia we call finiki. Финики. Finikia. Угу. Друзья, финики не передать какие вкусные. Блин, это как какая-то просто шоколадка. Очень вкусно, нежно. Andrew, tonight you are our guest, okay? So cool. yeah. I like it. But to be honest, I don't have a place to sleep for today. I didn't book any hotels. You are our guest. Actually. I can stay in the house. You can stay here. Oh, Yeah, for sure. Thank you so much. I appreciate this. He can stay for 3 days. Okay. Different cultures they have, different habits to Yeah, deal yeah, with yeah. the guests. Yeah, so of course, like It's very interesting to know how it's worked. Сейчас у нас будет настоящий парфюм. Они подожгли кубик для кальяна и положили на него, получается, веточку. И сейчас you это like- будет пахнуть. you do like this, Andrew. Okay. Окей. Yeah, you're. Короче, 5 вот таких вот штучек стоит $1000. И вот одну вот эту штучку он сейчас посвятил мне. Look, I'm a راجل. Они меня считают за почтенного гостя. Ну, запах ветки, которая горит в костре. Вот так вот надо делать. Короче, надо, чтобы пропиталась одеждой, тогда будет пахнуть. И когда ты здороваешься вот с кем-то, подходишь, они чувствуют, что от тебя пахнет, и это хорошо. Меня научили пить кофе, сейчас буду пить кофе по традициям. Yeah. Мгм. 3, 1, 2, finish. Like No. That means this? yeah, like this one. This. That means you are done now with the coffee. Ребята пошли молиться, сказали мне здесь отдохнуть, почилить 10 минут, и дальше мы поедем смотреть. Короче, они сказали, что сегодня ты наш гость, и весь вечер, всю ночь будешь с нами. Мы сейчас поедем смотреть на статую слона. А где я пока спать буду, не знаю, скорее всего, здесь. Короче, прям неожиданно, но очень приятно. И гостеприимство, он так
очень хорошо рассказывает, он сам гид, и у него отличный английский. Вот он мне рассказывает про культуру, как пить кофе, почему они там это делают. В общем, очень-очень все интересно. Буду с вами делиться. Я сказал ребятам, что я ничего не ужинал, и сейчас мы будем есть шаурму. Такой момент, едем сейчас в машине, и я понимаю, что я оставил кошелек в рюкзаке, и я говорю ребятам, типа, я без денег, давайте вернемся. И они говорят, если ты гость, то ты не должен думать о деньгах. Короче, вот привезли мне поужинать и хотят угостить. Удивительно. Мне дали в подарок вот картошечку. Сейчас будем все это пробовать. Let's go. Короче, едем куда-то с ребятами. Мне так нравится это приключение, друзья. Вот так вот я праздную свой день рождения. Вот такой у нас ужин. Шаурма просто наивкуснейшая. Shawarma. Just say بالعافية. بالعافية. Белафия. Yeah, بالعافية. Belhafia. بالعافية. Belafia. Yeah. So before it's like enjoy your meal. Yeah, exactly. Belafia. Mm. Обалденно. Обалденно вкусно. Подписывайтесь. Peace waiters. Подписывайтесь. What peace waiters? Друзья, я просто в шоке от того вайба, который здесь происходит. Смотрите, какая человая музыка. Люди сидят, кто-то курит кальян, общаются. Тишина. Здесь такой красивый свет. Вообще так все выглядит круто. Блин, как видите, у меня улыбка не сходит с лица. Я здесь хожу и, как, знаете, как ребенок какой-то. Круто. Такие моменты, прям смотрю на небо и благодарю события, судьбу за эти возможности, за людей, которые встречаются на моем пути. Это здорово. В общем, сидим с ребятками. У нас тут, смотрите, какая большая компания. Они привели к своим друзьям. У каждого, знаете, тут свои точки есть. Вот один парень работает в месте, где статуя большого слона. Мы пьем чай. Короче, есть два типа чая. У меня сахар и есть еще корек. Да? Да, они отличаются немножко пряностями, но у меня такой достаточно сладкий. Подача чая такая, как капучино, взбитое молоко. В общем, очень вкусно. Друзья, здесь такая энергетика, такое вообще место чилловое, очень, не знаю, такое дружелюбное, открытое. Мне супер нравится, я прям под таким впечатлением здесь. Круто. Так, мы приехали в старый город. Едем на каком-то автобусе. Короче, такой здесь сервис. Кабинки закрыты, здесь тепло. На улице, на самом деле, уже холодно здесь. Сейчас зимний сезон считается. Я сейчас нахожусь в старом городе. Сказать, что я впечатлен, это ничего не сказать. Я вообще в таком восторге, как это все выглядит. Здесь настолько тихо, аутентично и в то же время, знаете, современно. То есть это часть старого города, но все так выглядит. Здесь такая красивая подсветка. Блин, я не встречал аналогий нигде в мире. Вот представьте, да, что вы гуляете по Европе, вы можете похоже увидеть какую-то архитектуру, не знаю, стиль, да везде, даже в Китае можно. А вот то, что происходит здесь, я никогда такого не видел, вообще даже близко. Сижу, в общем, я, друзья, общаюсь с ними. И просто заходят в комнату с тортом и сделали мне здесь надпись Happy Birthday, Andrew. Я просто не ожидал вообще, это какой-то день магический. Вот так вот бывает, не зная людей, и ты встречаешь день рождения в новой стране. Это очень круто, очень круто. Thank you so much, guys. No worries, no worries. It's It's Happy birthday. Thank you, thank you. Happy Birthday, Andrew. Yeah.
Happy birthday. How you usually celebrate birthday in your country? Do you have some traditions? Usually we don't, to be I will honest. shock you. We don't celebrate. Really? Usually, not all. Some people do. And eating the first my Okay. Saudi Arabian birthday cake. Okay. Michelle, it's your cooking, yeah? His You like to cook? His idea. Блин, очень неожиданно, конечно, друзья. Мы уже пьем чай где-то часа полтора. Каждые, не знаю, 10-15 минут к ним приходят еще братья, кузины, и все заходят на кофе, на чай. Мы уже учим здесь арабский. Через несколько дней меня пригласили покататься на верблюдах. Короче, и очень интересно. Так, у нас произошла встреча с девушками, которые путешествуют уже достаточно долго. Сейчас мы будем пить кофе. С девушками мы познакомились через каучсерфинг. Современная магия путешествий, я бы сказал. Я написал Сильване. Она из Румынии и одна путешествовала по Саудовской Аравии. А за день до нашей встречи она случайно познакомилась с 3 девушками из Польши. Я, недолго думая, пригласил всех на утренний кофе к ребятам. В том месте, где я сам только оказался. В общем, мы сели, разговорились, будто давно знакомы. Как выяснилось, девушки уже арендовали машины, и у них был небольшой план на сегодня. Через полчаса мы вместе, в машине, едем исследовать природные места Алёлы. Я порой удивляюсь, как иногда все складывается просто и круто, когда не планируешь слишком много и доверяешь судьбе. Это просто невероятно! Какая здесь атмосфера, друзья! С каждым днем я просто влюбляюсь в это место все больше и больше. Мы поднялись на вершину древнего вулканического плато, и перед нами открылся пейзаж, от которого захватывает дух. Скалы, каньоны, пустыня – все это словно нарисовано. Я рекомендую приезжать сюда на закат или рассвет. Это идеальное место, чтобы остановиться, выдохнуть и просто почувствовать, где ты находишься. Когда мы все вместе утром с девушками пили чай, мы рассказали ребятам, что сегодня хотим посмотреть зеркальное здание Марана, но туда вход только по предварительному бронированию. В итоге один из парней здесь работал на охране, и нашу машину бесплатно пропустили по его разрешению. Мы приехали с девушками на то самое зеркальное здание. Называется это Марая. Мы будем сейчас смотреть здесь закат. Друзья, атмосфера здесь волшебная. Мои глаза такое видят впервые. Им это очень нравится. Вообще не передать. Просто такие цвета. Вот сейчас все закатное, оно все оранжевое, и все это отражается на стеклянном здании. Какой-то просто отвал башки. Не буду многословен, скажу честно свои эмоции, которые чувствую. Это вау. Я был в 36 странах, и знаете, вот многие места ты смотришь, галочку поставил, хорошо, хочется исследовать дальше. Но я понимаю, что я в это место обязательно хочу вернуться. Вот как будто это, не знаю, самое красивое, наверное, то, что я видел. Настолько оно невероятное. Вот я не могу его сравнить ни с чем. В таких комфортных условиях, может быть, так все сошлось, потому что здесь сейчас идеальная погода, не жарко. Ну, это просто реально какой-то разрыв шаблонов. Вообще. Я не ожидал, что будет так, что будут такие эмоции. Это я второй день здесь только. Обалденно. Очень круто. Вот чтобы вы понимали, я просто стою здесь, смотрю на все, что происходит вокруг, и у меня вот мурашки по всему телу вот так вот.
Раз. Это вообще что-то невероятное. Я вам говорю, у меня аж глаза прослезились. Может быть, я просто такой любитель природы, но это что-то невероятное. В общем, нас пригласили всей нашей компанией на ужин в семью. И я на радость, так что сейчас будем вместе все ужинать. В общем, мы приехали и заходим вовнутрь, и открываются две двери. В одну дверь приглашают меня, в другую дверь входят девушки. Почему? Потому что ни я, ни друзья, даже ни братья не могут видеть его жену. Это по религии. Так, в общем, сейчас они пообщаются, девочки пообщаются с женой и вернутся к нам, мы будем вместе здесь ужинать. Но вообще, когда к нему приходят друзья, они все садятся здесь, то есть никто не может видеть его жену. Не знаю, мне как-то грустно даже, что я не могу увидеть всю семью, и вот она одна сейчас там будет сидеть, а мы здесь будем ужинать. Короче, странно, но вот так вот. Так, ну что, пришли девушки, мы наконец-то будем ужинать. Your dinner. His wife is for you. Thank you. В общем, мы сейчас будем есть руками. Ну вот, мы поужинали, и девушки обратно ушли к его жене, чтобы пообщаться. Мы сидим сейчас здесь втроем. Они пригласили ее на чай, а мы здесь пьем чай втроем. Для меня это супер вообще необычно и интересно слушать истории про их религию, как все устроено. Мы долго общаемся по поводу замужества. Представьте, что у него в семье, у его родителей 18 детей. То есть у него есть 10 братьев и 7 сестер. У отца было, отца уже нет, у отца 2 жены. Вот. И такие большие семьи, чуть ли не у каждого, 13-15 детей. Абдурахим сказал, что у него есть друг, у которого 36 братьев и сестер. Вы только представьте. Ну что, второй день подходит к концу. Я остановился по-прежнему у ребят. Завтра заселяюсь к новому гостю на каучсерфинге. А дальше посмотрим. Доброй ночи. Сейчас у меня будет традиционный арабский завтрак. Я приехал в кафе, которое мне порекомендовали ребята. Называется Yemeni Taste. Локацию скину вам, поэтому идемте. В общем, я пришел в ресторан. У них есть такая традиция. Всегда на стол расстилается пакет, и большинство едят руками. После того, чтобы не вытирать стол, они просто забирают этот пакет со всем мусором, и все, стол чистый. Такой мне принесли завтрак. Это похоже на гороховую кашу какую-то. Это у нас яйцо. Сейчас попробую и расскажу. Вот пакет, про который я говорил. Стоимость такого завтрака 21 реал. Это делается, открывается кусочек лепешки. Берете вот так. Соус и едите. Ну, это, видимо, просто вот так. Прям руками вешаю. Какая обстановка? Мы отправились с девушками на трекинг, и с нами Тамер. Тамер — это хост из каучсерфинга, который пригласил девушек. И я попросил его приютить меня на пару дней, поэтому я завтра буду жить у него. Он работает учителем в школе, и надеюсь, что у меня получится попасть в местную школу и что-нибудь вам подснять. Но сейчас не о школе, а о трекинге, в который мы идем. Все вот эти пальмы, как видите, их очень много. Это пальмы не кокосовые, не банановые. Это финиковые пальмы. И сейчас я покажу вам, как выглядят настоящие финики. Опа, вот они, смотрите. Немножко, правда, грязные. Ну вот, это финики.
вот с этих самых пальм. Мужичок, смотрите, на пальме вот, очищает ее от старых веток и достает, наверное, финики. Достаточно такая опасная работа. Посмотрите, какая-то пальма высокая. Это у нас Тамар. Say hello. Hello. Welcome. Это у нас девушки. Hello. Hello. А это у нас бараны. Посмотрите, чем питаются овцы в Саудовской Аравии. Они питаются финиками. Сейчас будем добывать настоящие финики с пальмы. Вот здесь вот пальмы, их очень много. Я думаю, что этот способ сработает. Okay, one we have. Dry, dry. It's good. Wow, bravo. Добыли настоящие финики. Окей? Så här som. Dry. Зęby запомним. Ребятки, моя рекомендация — место для завтрака. Мы здесь уже второй день. Здесь очень красивая территория, пальмы, уютные вот такие беседки. И сет завтрака стоит 55 сар. Его можно брать на 2 человека. То есть, в принципе, вот таких 2 сета можно на человек на 5 даже брать. Очень вкусно. Здесь есть иорданский, традиционный арабский завтрак. Еще 2 других сета. Даже можно приходить сюда несколько дней. Короче, место очень классное. Нас пригласил сюда Тамар по рекомендации вот местных жителей, можно сказать. Поэтому обязательно приходите, если будете здесь. Вам точно понравится. Можно, кстати, заказать здесь кальян. Они тоже популярны. Стоят 35 сар. Вот один еще из вариантов традиционного арабского завтрака. Здесь мы видим хумус, овощи, курица. Все это на лепешки намазывается. И место, друзья, место очень-очень красивое. He texted me, he's on the way. Место, правда, фантастическое. Не знаю, вот у меня ощущение, что я просто как в кино. Не знаю, все локации, они прям кинематографичные. Пальмы, идеальный свет такой приглушенный. И вот эти скалы. Короче, Тамар слился, он немножко устал. Пошел посидеть, мы с девушками идем дальше. Мы нашли настоящее мандариновое дерево. Посмотрите, какие здесь они. Большие, очень сочные. У нас просто как Рождество. Возможно, когда кто-то из вас приедет в это место, здесь уже будут классные кафешки, потому что вот сейчас здесь как раз таки строится все. Здесь обалденный вид. Я уже видел, они там меню ставили. Ну, посмотрите, как там выглядит все. Красивенько. Такие типа бич-клабы. Разулись, идем босиком. Здесь вот просто максимально чувствуется свобода, тишина, просторы. Я вот прокричался, и так хорошо.
Какую хочу выделить особенность этого места? Например, во многих странах есть главной достопримечательностью взять Камбоджу. Там Ангкор-Ват. Это храмовый комплекс, который популярен на весь мир, и все путешественники едут туда. И там собирается много туристов, чтобы его посмотреть. И, это туристическое место. Чтобы вы понимали, здесь вот на 360 везде вокруг красота, и каждая гора уникальна. Здесь можно в каждой горе находить что-то похожее вот из нашего мира, не знаю, фигуры людей, животных. И вот можно просто куда ни посмотри, можно залипать. И мне нравится, не надо приезжать куда-то в одно место и вот делать то, что делают там тысячи, миллионы людей, там эти фотографии. Твори все, что хочешь, все, что видишь вокруг, наслаждайся этим. Здесь очень много уникального. Безумно, безумно. Я, правда, очень впечатлен. И я не знаю, почему так много информации нет в интернете про это место. Надеюсь, мое видео наберет достаточно просмотров, и об этом месте смогут узнать больше туристов и посетить его. Поэтому, ребятки, давайте поможем большим путешественникам узнать про это замечательное место. Оставьте комментарий, если вы еще не написали под этим видео. Поставьте лайк, но если еще не подписаны, вы знаете, что нужно сделать. Я люблю жизнь! В общем, нас пригласили вот эти вот мужички на кофе. И сейчас мы посмотрим закат, договариваемся, где встретимся. Смотри, какой у них классный ланд-крузер какой. Из-за того, что здесь не так много туристов, и мы путешествуем по таким диким местам, нас, когда видят местные, для них это что-то необычное. Они хотят провести время с иностранцами, с путешественниками, пообщаться. То есть они все очень гостеприимные, и вот куда ни заедь, тебя все приглашают. Короче, здорово, мы договорились, что сейчас посмотрим закат, и в 6 часов приедем к ним на ферму выпить кофе. Друзья, мы приехали в кафе, и нас здесь встречают с кофе. Окей, thank you so much. Нас встречают здесь с арабским кофе. Костер, сказали, пожалуйста, все в вашем распоряжении, что хотите посмотреть закат, погулять здесь, поработать в саду. Короче, гостеприимство на высоте. Мы идем в тот самый дом, на ферму, куда нас пригласили. Друзья, у нас снова традиционный ужин. Посмотрите, какой огромный стол у нас на полу. Мы заказали разные блюда, будем сейчас это все пробовать. Я не могу вам все показывать, потому что у нас сидят женщины, они разделись и, точнее, сняли уборы, их нельзя снимать. Старый город Алюла – это как попасть в арабскую сказку, только без джиннов. Вся Алюла была основана 5000 лет назад. Этот же город всего 500 лет назад. Место невероятной атмосферы. Узкие улочки, старинные дома, разные двери и запах кофе с кардамоном из каждого второго заведения. Когда-то тут кипела жизнь. Сотни семей, шумный рынок, караваны. А сейчас тишина, светящиеся фонари и уютные кафешки. Всех гостей на улице бесплатно угощают финиками и арабским кофе. Прогулка по старому городу – это как путешествие назад на пару столетий, только с Wi-Fi и камерой в руке. Друзья, в общем,
Друзья, в общем, мы просто гуляем по улице, остановились ребята, давай сделаем, говорит, фото, начинают что-то спрашивать. В итоге мы тебя приглашаем на обед, welcome to Saudi. Настолько гостеприимный, вот просто невозможно ожидать этого. И все, то есть здесь мало туристов, и когда они видят иностранца, он просто налетает и так радостно, говорю, что я с России, они все, о, Раша, Путин. Давайте вернемся 500 лет назад. Представьте, что мы сейчас находимся в доме в Алюле. Здесь специально сделали музыку, которая располагает атмосферой, которая здесь была. Вы можете видеть двери. Так жили семьи. То есть вот друг от друга, недалеко. Welcome, Saudi Arabia. Welcome, Saudi Arabia. Welcome. I love you, Russia. I love you, Russia. В старом городе есть отличная смотровая, замок, куда мы сейчас поднимаемся, и отсюда открывается вид на старый город Алюла. И представьте, что вот здесь стоит глава города, и отсюда легко можно доносить всю информацию. Если кто-то что-то потерял, не знаю, люди, какие-то вещи, глава города объявлял вот здесь вот для всех. И за счет того, что здесь скала, раздается эхо, и ты можешь говорить негромко, и тебя услышат все. Давайте проверим, так это или нет. Эй! Да, то есть я вообще сказал негромко, но я услышал свое эхо вон там вот вдали. В этих домах не было душевых и не было туалетов. И людей приходилось идти 1 километр от дома, чтобы вот сходить в туалет. Находится на другой стороне. Последняя семья съехала отсюда всего 50 лет назад. То есть буквально вот в наши дни здесь еще жили люди. Друзья, в общем, эти ребята сделали нам подарок. You can open. Вот это же специальная штука, чтобы красить глаза. Здесь у нас вот такие вот. It's like for the praying. Yes, для молитвы, зеркало, ключики. Короче, вот такой набор. Эти ребята, которые очень гостеприимные, подарили мне и Сильване. На крыше вот ребята готовят стол для празднования свадьбы. Могу показать, как выглядит свадебный сервиз. Возможно, он отличается какой-то, но вот в целом вот так это выглядит. Красиво все. Белое такое, светлое. Будут с таким видом. Вообще, как мне рассказал Абдурахман, свадьбы у них очень большие. Это обычно человек 600. И по традиции мужская и женская части свадьбы проходят отдельно. Дарят молодоженам хорошие подарки, золото, деньги, иногда даже верблюдов. Надеюсь, мне как-то удастся погулять на большой арабской свадьбе. Но, ребятки, уже не в этом видео. В старом городе от автомобильной парковки вас забирает вот такой гольф-кар. Это бесплатно. На самом деле здесь немного. Идти, наверное, минут 7 пешком всего. То есть можно прогуляться, а можно проехать на гольф-каре. Мы приехали на ферму к мистеру Сауди. Сейчас он нам покажет, что здесь растет, какие животные есть. Это у них полноценный бизнес, такой арабский. Вот, например, это похоже на инжир. Сейчас мы его и сорвем. Да, это инжир. У нас такой растет. В Сочи, в Абхазии я ел. Очень вкусный. Чуть еще можно доспеть ему. Ферма очень большая, здесь обалденные виды, и мистер Сауди сказал, что он хочет построить здесь кемпинг. Поэтому вполне возможно, что через какое-то время здесь будет место, где вы можете остановиться и насладиться этим видом. Я ему подкинул идею, что было бы классно здесь поставить байки, палатки и сделать адекватную цену, потому что жилье сейчас очень дорогое в Алюле. Если он сделает что-то такое middle price, то будет очень хорошо. Друзья, вы не поверите, но мы приехали на настоящую верблюжью ферму. Посмотрите, сколько их сзади меня. Блин, я первый раз такое вижу, и сейчас
У нас будет экспириенс, мы будем пить молоко. Я надеюсь, у меня получится подоить и проехаться на настоящем верблюде. Ой, я не знаю, они чуть меня боятся, наверное. Привет. Ну не бойся. Вот он настоящий верблюд. Здесь сейчас находится около 70 верблюдов. Класс. Ну что, друзья, такой опыт у меня впервые в жизни. Сейчас я буду пробовать настоящее верблюжье молоко. Окей, оно еще теплое. Delicious. Очень вкусно. It's good. Yeah, so delicious. Оно такое сладенькое. She loves you. This is your milk. Первый раз в жизни пью верблюжье молоко, стоя рядом с верблюдом. Ну это же мое молоко, ну что ты. Молоко такое вообще не жирное, вкуснее коровьего, нету никакого привкуса, такое нежное. Спасибо за молоко, спасибо. Он прям жует мою руку. Он кусает. Ой. Друзья, на самом деле они очень добрые. Такие милые. Он прям щекочет мне сейчас руку. А вот это настоящий ребенок. Верблюжонок. Ему всего неделя. Так он выглядит. Мама его охраняет, рычит на нас. Сейчас будем залазить на верблюда. Мне готовят сидушку. Красивый. Ну что, мой черед. Еду осаживать или как? Оседлывать верблюда. This side. Окей? عادي شويه 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 قول له خلاص ايوه. Great. Go. Хорош. Очень, друзья, высоко вообще. Блин, круто. Друзья, эмоции обалденные. Я представляю, как на нем скакать, если быстрее. Честно, я бы с удовольствием отправился в такое путешествие. Насчет недельки не знаю, но хотя бы на денек я бы кайфанул. Опа. А? Это как, знаете, на этом, на бычке. Сейчас главное, что... صور شوي يعني صور Я повис просто. لا لا مو عشان الاعصاب بس ركب دقيقه لا لا Good, good man. Good? Andrea, good. كيف Brief man. Good. والله good. Короче, экспириенс очень крутой, у меня много эмоций, но он меня только что чуть не скинул. Я хотел его поблагодарить, погладить, и он просто что-то разозлился. Блин, непередаваемо. Знаешь, знаете, так все это потряхивается. Так, ну сейчас самое главное, я попробую добыть немножко молока. Если оно еще там осталось. Чтобы он меня не легнул, нужно пристегнуть его ногу сначала. يلا خذ عادي Ага. Вот здесь вот есть.
Это смертельный номер. В общем, как видите, мое лицо в верблюжьем молоке. Это значит, что я попробовал. Галочку можно ставить. Блин, животные просто столько эмоций вообще передают. Когда ты понимаешь, что это безопасно, и ты можешь довериться им, вообще. Ну что, друзья, давайте, пока. Мне пора идти. Рад был с вами познакомиться, пообщаться, покататься. Вы очень классные. А сейчас, друзья, мы приехали в Шаляль-кафе. Это как объяснить? Две скалы, и между ними такая расщелина. Выглядит очень красиво. Мне напомнило в Дагестане Карадахскую теснину, если там кто-то был. Местами здесь настолько узко, что вот просто даже не разойтись. Мне придется сейчас отходить обратно, чтобы ребята прошли. Когда проходите это препятствие, перед вами открывается просторное поле такое, где кафешка, столики, тишина, такая атмосфера чила, скалы, где можно попить кофе и взять какие-то десертики. Короче, место топ, я рекомендую, можно насладиться здесь видами и почилить. Ну, не супер долго, пару часиков можно провести. И вход сюда стоил 10 саудовских реалов. Хотел показать, какая еще здесь есть кухня. Вот смотрите, у нас кебаб, очень много зелени, лепешки, вот это с мясом, это смесь турецкого и арабского. Здесь у нас хумус, друзья, очень все вкусно. Блин, я прям, знаете, наслаждаюсь этой кухней, мне уже скоро улетать, и я напоследок запоминаю арабские вкусы. Саудовская Аравия – это мусульманская страна, где достаточно строго соблюдают религию. Я был в нескольких мусульманских странах, был в разных регионах России, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Но то, что я увидел здесь и услышал истории от местных, как они относятся к религии, какие у них есть традиции и обычаи, меня это просто шокировало, правда. Здесь запрещен алкоголь, то есть нигде его здесь не купить официально. Девушки здесь практически все закрытые, единицы молодые могут отходить от религии. Долгое время религия определяла все, от внешнего вида до поведения в общественных местах. Это означало строгий дресс-код, раздельные зоны для мужчин и женщин, запрет на музыку, кино и любые публичные проявления нескромности. Молитвы 5 раз в день были обязательны, и во время азана магазины закрывались. За нарушение закона и преступления – телесные наказания и смертная казнь. Женщины долгое время не имели права водить машину, путешествовать без сопровождения мужчины или работать в общественных местах. Но с недавних пор многое стало меняться. Появились кинотеатры, концерты, женщины получили больше свобод, а туристам стало легче дышать. Тем не менее, религия по-прежнему остается основой всей культуры и законодательства. Сегодня четверг, я вернулся в старый город, чтобы посмотреть концерт. И здесь, друзья, абсолютно другая атмосфера. Очень много людей, достаточно шумно, но музыка интересная. Здесь есть два типа. Можно послушать традиционную старую музыку. Вот играют на барабанах, кричат, сзади меня вы слышите. И второй тип — это более современное. Как это выглядит? Вот на площади. Надеюсь, что это видно.
start to become wealthier, and they start to become. Знаете, так интересно получается. У нас группа сейчас небольшая, человек 30, и люди из разных стран. Я понимаю, что эти похожи на китайцев. И я к ним подхожу и начинаю разговаривать на китайском. Они такие удивленные, такие радостные. И рядом же группа была с Индонезией. Я на индонезийском не так много знаю, как на китайском, но все же там доброе утро, привет, как дела сказать. Люди очень довольные и классно. Вот когда ты можешь отличить людей из разных стран и понимаешь, в чем особенность их культуры, это здорово. Место на самом деле удивительное, просто с богатейшей историей. Если чуть-чуть углубляться, то будет очень интересно. Я знаю то, что город Хегра строился во времена, когда строилась Великая Китайская стена, и около 2000 лет он был закрыт для туристов совсем, поэтому очень хорошо сохранился. Хегра – это древний набатейский город, которому более 2000 лет. Он был частью важнейшего торгового маршрута, связывающего Аравию с севером. Сегодня Хегра – это не только археологический рай, но и первый объект в Саудовской Аравии, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, среди пустынных просторов, стоят более 100 гробниц, вырубленных прямо в скалах. Каждая с уникальным фасадом, напоминающим знаменитую Петру в Иордании. Место загадочное и мистическое. Тишина, камни, древние надписи, раскрывающие секреты набатейской цивилизации. Раньше Хегра была закрыта для туристов, но теперь это место доступно, и каждый, кто сюда приезжает, ощущает себя частью великой истории. Друзья, сегодня пятница, и я попал на слет Lamborghini Саудовской Аравии. Просто более 30 машин возле зеркального здания. Это выглядит вау. Давайте немножко покажу вам атмосферу, которая здесь сейчас присутствует. Все время в Алюле я оставался у местных ребят и у каучсерфинг друзей. Вот сегодня мы приехали в это место с ребятами. Ахмед, я у него оставался 1 день, Тамар оставался 2 дня, Андрео из Италии, он путешествует 8 месяцев уже на велосипеде с Италии и планирует еще год ехать. Короче, друзья, каучсерфинг — это очень интересная комьюнити, где вы можете познакомиться с людьми из разных стран, с богатым опытом путешествий, которые поделятся суперинтересными историями и могут вас приютить, рассказать про культуру, про интересные места. Также могут сводить вас в рестораны с самой лучшей кухней. Поэтому пользуйтесь этим сервисом, общайтесь и обменивайтесь своим опытом. Okay, my name is Andrea. I'm from Italy. I come from Bergamo, that is near Milano. And I'm here in Saudi traveling on a bicycle. I left Italy 8 months ago, and after 11,000 kilometers, now I'm here. It was a dream, let's say. It's a few years that I'm thinking to go to Asia on a bicycle, and finally I set off this year. Какие можешь дать рекомендации людям, кто хочет совершить подобное путешествие? There's nothing special. It's actually not so difficult, not so crazy. You just need to go. Start cycling, and it doesn't matter how many kilometers you do or how many days you go. You just go. Bring your stuff. You can bring your camping if you want to camp, or you just stay in hotel and try the experience. It's very different than traveling on a car. You meet a lot of people. You see better the places where you go because you're traveling very slow. So you can enjoy more. Ахмед, я знаю, ты пригласил уже больше 50 человек за последний год. Поделись своим опытом. Yeah, actually, like hosting people from all around the world is a really fulfilling experience because you get to kind of travel at your own home. So just people bring all their cultures, all their experiences and their stories. They just bring it to your living room, and you can just meet a lot of people from all around the world and make friends all around the globe. And I think everyone should try this. Сколько гостей из России у тебя уже оставались? There are some Russians that have been coming to Al Ula, 3 or 4. Yeah.
but mostly my guests are from China and France, I would say. Мой канал на русскоязычную аудиторию, возможно, с Казахстана, Беларуси, Украины и других стран СНГ, люди захотят остаться у тебя в гостях. Скажи, будешь ли ты рад их пригласить? Yes, of course. Everyone is welcome to come to Al-Ula and stay at my place. I'd be happy to host everyone, and we can hang out, have fun, go see the touristic places, and I'll make sure that you'll have a great time. Это Тамер, мы с ним оставались вместе, точнее я оставался у него 2 дня. Супер добрый человек, он работает учителем в колледже и показал мне практически всю Аль-Улу, самые интересные места, вкусные рестораны. Моя рекомендация, если увидите его на каучсерфинге, то он с удовольствием будет рад принять вас в гости. Ну что, друзья, мое путешествие по Саудовской Аравии заканчивается. Могу с уверенностью сказать, что оно превзошло все мои ожидания. Я настолько впечатлился от увиденного, гостеприимства людей, вкусной кухни. Вот просто все было очень классно. Надеюсь, что я смог зарядить вас этой энергией, которую я здесь ощутил, и зарядить вас на новые приключения и путешествия. Я буду рад услышать вашу обратную связь в комментариях, как вам эта страна, как вам в целом выпуск. И могу сказать, что увидимся в новых странах. Подписывайтесь и следите за новыми выпусками. Пока-пока.